Привет, мои юные 20, 30, 40, 50, 60, 70 и даже 80-летние карапузики. Сегодня у нас расклад «Ты и он», да? Сравниваем ваши чувства и ваши намерения. Для сигнификации у нас будет первая пара — это что ты чувствуешь к нему, да? Потом посмотрим, что он чувствует и что в итоге у вас получится и так далее. Ну, сразу я думаю, что начнем наш расклад, да? Единички. Штанишки свои одевайте и начинаем. Да, что ты к нему чувствуешь для сигнификации? Ну, у тебя каша в голове. Ты сама понять не можешь, любишь его или нет. Хочешь с ним быть или там лучше расстаться. Сегодня думаешь одно, завтра совсем другое. Вчера вечером смотрел на него и такая думала: какой классный мужик, повезло мне. А с утра сегодня думаешь уже, может, он вообще не мой. Ты постоянно анализируешь отношения ваши. Каждое его слово, каждый его жест, все вот это разбираешь по частям. Подруге звонишь и спрашиваешь, там, а как ты думаешь, что он имел в виду, когда сказал вот это? Или там в интернете сидишь и читаешь статьи всякие разные про отношения, или видосики смотришь, пытаешься найти ответы на свои вопросы. И при этом ты очень холодно ко всему подходишь. Эмоций особых у тебя нет, страсти тоже нет. Ты его оцениваешь вот как хорошего человека. Надежный, работящий, не пьет, не гуляет. Но сердце не ёкает, когда вот он приходит, проходит мимо. Не скучаешь, когда его рядом нет. Ты, знаешь, думаешь головой, а не сердцем чувствуешь. Составляешь вот списки плюсов и минусов, да. Он, например, там, отец хороший будет, плюс. Деньги зарабатывает, плюс. Искры нет между нами, минус. Или там ты, как обычно, девушки, как обычно, вот это вот, когда искры нет, говорят: ты не романтичный. Вот, и искры нету. И еще ты боишься остаться одна. Поэтому за него держишься. Даже когда понимаешь, что особой любви-то и нету. Думаешь, ну, хотя бы я не одна, да? Хотя бы кто-то рядом есть. А вдруг вообще больше никого не встречу? И вот эти страхи, они тебе мешают, знаешь, разобраться в своих чувствах. Ты к нему относишься как к безопасному варианту. С ним спокойно, с ним предсказуемо, но не захватывающе, да? Что он к тебе чувствует? Но он совсем другое чувствует. У него сейчас полный бардак. На работе проблемы, денег мало, планы рушатся. И ты для него вот как спасательный круг. Он такой думает: вот она, женщина моя, которая меня поймет, в трудные моменты там поддержит. Он, знаешь, он очень нуждается в твоей поддержке. Не только эмоциональной, но и вот на практике, практической. Ему хочется, чтобы ты была рядом, когда плохо. Чтобы выслушала там, пожалела, сказала, что вот все будет хорошо. А еще он надеется, что ты поможешь ему выбраться из вот этой ямы, в которую он сейчас попал. И при всем этом он к тебе относится очень романтично. Он цветочек дарит, иногда нет-нет. Комплименты говорит, свидания там ваши планирует. Ему нравится ухаживать за тобой, делать приятное, да? И вот он искренне считает, что ты особенная, что ему с тобой повезло. И он, знаешь, он готов дать тебе все, что у него есть. Правда, сейчас это не слишком много.
но он старается. Покупает там подарочки, хоть и недорогие. В кафе нет-нет водит. Для него ты знаешь, как принцесса, которую он хочет подарить весь мир. Еще он мечтает о совместном будущем, конечно же. Он представляет, как вы вместе вот справитесь с его проблемами, да, как он хорошую работу найдет, денег заработает, и вы счастливо заживете. То есть он строит планы на вас двоих. Проблема в том, что он больше, знаешь, он больше, как вот сказать, больше любит тебя, чем себя, и больше любит тебя, чем ты его, понимаешь? И он это чувствует. Видит, что ты к нему, прохладно относишься. Но, конечно, надеется, что со временем ты его полюбишь по-настоящему. Знаешь, он думает, если я буду хорошо к ней относиться, то она оценит. Ну, примерно вот так. Каковы ваши намерения в этих отношениях? Ну, у вас намерения кардинально разные. И от этого проблемы. Ты хочешь быть главной в отношениях, да? Тебе нужен мужик, который будет делать то, что ты скажешь. Который будет с тобой советоваться по всем вопросам. Ты готова взять на себя вот это роль лидера вот этого в ваших отношениях. Ты уже думаешь, как будете жить, да? Там, снимать квартиру, на какую работу устроиться, какую машину покупать. Ты планируешь вашу совместную жизнь и хочешь, чтобы все было по твоему плану. То есть тебе нравится чувствовать, что ты вот все будешь контролировать. А он хочет быть твоим учеником. Он, знаешь, он готов слушаться, советы твои там выполнять, делать то, что ты считаешь правильным. Ему нравится, что ты вот такая сильная и умная. И он думает там, она лучше знает, как надо, да, пусть руководит. И он готов учиться у тебя жизни. Как вот, как сказать, вот как правильно одеваться, да, как себя вести, как карьеру строить. И он видит, что ты более успешная, чем он. И он хочет дотянуться до твоего уровня. Для него, знаешь, ты пример того, каким нужно быть. Но тут проблема. Ты хочешь равного партнера, а получишь ученика. Тебе нужен мужик, который вот может принимать решения сам. А он постоянно спрашивает там, а как ты думаешь, да, а что делать, а правильно ли я там делаю. И со временем тебе надоест быть мамочкой для мужика взрослого. А ему надоест чувствовать себя маленьким рядом с тобой. Ваши намерения, они не совпадают. И это рано или поздно, отношения в тупик заведет. Не будем говорить, да, что разрушит. Подписывайся обязательно на канал. Сегодня короткий расклад, второй. Давайте посмотрим двоечек. Ну, двоечек тут тоже хорошо все, да? Одевайте штанишки, двоечки, и, как говорится, полетели. Что к нему чувствуешь? Ну, тут понятно, да, по картам? Что-то очень теплое и знакомое ты к нему чувствуешь. Он тебе, знаешь, он тебе напоминает детство, беззаботность, когда вот было все просто и хорошо. С ним как будто ты вот возвращаешься в то время, когда не было ни проблем, ни забот, когда можно было там просто радоваться солнышку и не думать о завтрашнем дне. Он у тебя ностальгию вызывает. Как в детстве, да, было там. Увидела мороженое и сразу там счастлива. Поиграла с друзьями, весь день хорошее настроение. Вот с ним ты чувствуешь себя так же. Он как будто дарит тебе кусочек того вот детского счастья, которого тебе сейчас во взрослой жизни не хватает. А еще к нему у тебя, знаешь, по картам влечение настоящее. Не просто вот дружеские чувства, да, а именно мужчина-женщина. Вот как объяснить, не знаю. Ты его хочешь, и тебе нравится быть с ним близко. Когда он рядом, ты чувствуешь себя женщиной. Ты думаешь о том, что с ним быть вместе вот лучше не только сейчас, но и навсегда. Понимаешь?
И твои чувства к нему очень чистые и искренние. Ты не играешь, из себя кого-то другого там не строишь. С ним ты можешь быть собой. Простой там, открытый, без вот этих масок всех. И это большая редкость. Обычно ты всегда немножко играешь роль, стараешься понравиться, а с ним ты вот просто живешь. И к нему ты привязалась вот по-настоящему. Не из-за денег, не из-за статуса, не потому, что он там подходит по какому-нибудь там списку твоих требований, а просто потому, что с ним хорошо. Потому что он тебя понимает и принимает такой, какая ты есть. И дает тебе то тепло, вот которого тебе не хватает. Что он к тебе чувствует, а тут трактовать не нужно. Взрослую любовь, настоящую. Для него ты не просто там женщина, с которой время провести можно, да, ты для него вот та самая единственная, которую он готов свою жизнь подарить. Он, знаешь, он на тебя смотрит и видит свою вот будущую жену, я бы так сказал. То есть мать своих детей. И, скорее всего, вы уже женаты тут. Понимаешь? У него он каждый день выбирает тебя. Не потому, что других нет, а потому, что именно ты ему нужна. Он мог бы быть там с кем-то другим, но он хочет быть с тобой. И этот выбор он сделал осознанно, взвесив все там за, против и так далее. А еще он тебя изучает, кстати. Постоянно там наблюдает за тобой, анализирует, пытается понять, какая ты на самом деле. Он о тебе хочет знать прям все. Что ты любишь, что тебя злит, о чем ты мечтаешь, чего ты боишься. Для него ты загадка, которую он хочет разгадать. Понимаешь? Иногда он ведет себя как маленький мальчик, который в шпионов играет. То есть там вопросы задают, проверяет твою реакцию, там смотрит, как ты себя ведешь в разных ситуациях. Он собирает информацию о тебе по кусочкам, чтобы вот полная картина была. Но это не значит, что он тебе не доверяет. Нет. Просто он, знаешь, он такой человек, который вот серьезно к отношениям относится. И он понимает, что если вы будете вместе, то, как говорится, надолго. И ему важно знать, с кем он свою жизнь хочет связать. Каковы намерения ваши в этих отношениях? Ну, тут интересно, конечно, получается, потому что ты создать семью хочешь, да? Построить домашний очаг, жить в мире и согласии, и там были они долго и счастливы. Тебе хочется стабильности, хочется предсказуемости, чтобы свой дом был, там свои семейные какие-то уклады, да? Ты мечтаешь о том, чтобы вы были счастливы там вместе до конца. И вкладываться в отношения эти ты готова. Строить их готова каждый день. Работать над собой, там, возможно, на компромиссы где-то пойти, проблемы вместе решать. Для тебя эти отношения, это, знаешь, это не просто романтика. Это серьезное дело, которое требует усилий, и ты готова эти усилия прикладывать. А у него намерение, оно сложнее. С одной стороны, он тебя любит и тоже хочет быть вместе, но у него есть какая-то грусть, но, знаешь, какое-то разочарование из прошлого. Он еще не до конца вот отпустил, что раньше было. То есть у него в душе, знаешь, есть пустота, которую он пытается заполнить отношениями с тобой. То есть он к тебе приходит не совсем целым, да, немножко разбитым. У него старых ран полно, которые еще не зажили. И он надеется, что любовь к тебе это поможет ему исцелиться, что ты вот станешь тем человеком, который вернет ему вот эту веру в счастье. Но проблема в том, что он пока не может дать тебе то, чего ты хочешь. Ты строить будущее готова, а он еще разбирается с прошлым. Ты хочешь там радости, счастья, а он еще грустит о том, что потерял. И пока он старое не отпустит, то полноценных отношений не получится. То есть ваши намерения, они хорошие, но вы в разных точках находитесь, понимаешь? Тебе нужно немножко подождать, пока он там приведет себя в порядок. А ему поработать над собой нужно, чтобы вот стать достойным твоей любви, так скажем. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и мы переходим к третьему варианту.
троечки, штанишки одевайте и полетели. Что к нему ты чувствуешь? Ну, тут понятно, да? Ты к нему относишься как к своему мужчине, которого нужно кормить, поить и вообще за ним ухаживать. Ты его опекаешь, я бы сказал. Заботишься, думаешь, там, поел ли он, как дела у него на работе, не заболел ли. Ужин готовишь ему, там, вкусняшки покупаешь, которые он любит. Стираешь его рубашки, гладишь, следишь, чтобы все было чисто. У тебя с ним уже устроен быт. То есть это мужчина твой, муж, я бы сказал. Ну, гражданский, не гражданский, без разницы. И тебе нравится быть ему нужной вот в бытовом плане. Когда он там говорит, где у меня носки, например, да? Ты глубоко в душе радуешься, что можешь помочь их найти, да? Когда он голодный приходит, ты уже любимое блюдо приготовил, да, и чувствуешь себя вот хорошо, потому что ты чувствуешь себя хорошей женщиной. То есть создаешь ему уют и комфорт. А еще с ним ты очень веселишься. Вы про ерунду можете болтать долго-долго, смеяться над какими-нибудь глупыми шутками, вместе дурачиться можете. У вас общие друзья есть, с которыми вы очень хорошо время проводите. Там в гости вы с ним ходите, посиделки устраиваете и так далее. То есть ты с ним расслабляешься и становишься простой. Не нужно быть там кем-то, кем тебя не считают. Просто можно быть самой собой, которая готовит борщ и радуется, когда муж дома. И тебе это нравится. Быть обычной, без всяких вот этих заморочек. Ну и сама ты чувствуешь, что у вас хорошие отношения. Без драм почти, без скандалов, без вот этого всего. Все просто и понятно. Что он чувствует к тебе? Ну, знаешь, он к тебе относится как к очень надежной женщине. Ты для него крепкая стена, на которую можно, как говорится, опереться. И он знает, что ты его не подведешь, не предашь, не бросишь в трудную минуту. С тобой он чувствует себя вот, как сказать, вот защищенным от всяких неприятностей. И ему нравится, что ты хозяюшка, ты практична, что готовить борщ умеешь, да, убираться умеешь. Что не тратишь деньги на всякую ерунду, а покупаешь только нужные вещи. Что ты там не капризный, не требуешь от него невозможного. Но у него есть сомнения. Он все время думает, знаешь, вот как, а правильный ли я выбор сделал? Готов ли он вообще к серьезным отношениям? И знаешь, эти мысли его мучают. Особенно, когда вот ты говоришь о будущем с ним. И вот он мечется между желанием с тобой быть и страхом совсем свободу потерять. Сегодня думает, она классная, буду все с ней навсегда, а завтра чуть-чуть сомневается, там думает, пообщаюсь пока. Еще он ответственности боится, понимаешь? Он понимает, что если вы не женаты, да, и если вы поженитесь, то он думает, что нужно там семью содержать, а не только о себе думать, да, там где-то жить, детей планировать, отпуск. И вот эти все взрослые заботы, они его пугают. И он чувствует, кстати, давление с твоей стороны. Ты хочешь определенности, хочешь знать, что дальше будет, а он не готов давать таких обещаний, понимаешь? Ему времени больше нужно, чтобы понять вообще, чего он хочет. Ваши намерения в отношениях. Ну, тут знаешь, как получается. Ты хочешь честных, справедливых отношений, чтобы все вот было по-взрослому, по-серьезному. Ты готова вложить в эти отношения все, что у тебя есть. Там силы, эмоции, время, энергию и так далее. Но и от него ждешь того же. Тебе нужна определенность. Ты хочешь знать, живете вы вместе или, как говорится, существуете так, как соседи. Будут дети или нет, тоже хочешь узнать. Ты не хочешь висеть в этой неопределенности годами. Либо вы, как говорится, серьезная пара, либо там каждый своей дорогой идет. А еще ты хочешь, чтобы отношения развивались по твоему плану почему-то. Ты потому что продумала,
что делать, когда свадьба, первый ребенок и так далее, как даже имя, наверное, придумала. Ну, ребенку я имею в виду будущему. То есть у тебя есть четкое видение вашего будущего, и ты хочешь, чтобы он следовал вот этому плану. А у него намерения вообще другие. Он хочет жить вот сегодняшним днем, да, и далеко не загадывать. Ему хорошо с тобой вот сейчас, и для него это пока достаточно. Знаешь, в голове у него зачем планировать то, что будет через год, да? Лучше просто наслаждаться в моменте. Он не хочет быстрых решений принимать. То есть ему нужно время, чтобы там все обдумать, взвесить, вот это все. И он боится ошибиться и потом пожалеть. Поэтому он вот действует медленно, осторожно и вот, можно сказать, даже нудно. А еще он, знаешь, хочет сохранить баланс между вот отношениями и личной жизнью. Понимаешь? Чтобы у него было время там на друзей, на хобби, на работу и так далее. Чтобы отношения не проглотили его полностью. А вот ты хочешь, чтобы он был весь твой. Понимаешь? И ваши намерения, они, знаешь, они не совпадают по скорости и глубине. Ты вперед бежишь, а он медленно идет. И вот это немножко создает напряжение между вами. Понимаешь? Подписывайся на канал обязательно, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.